Представители знака зодиака Скорпион. Здравствуйте, мои дорогие любимые скорпионы. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз на неделю с 21 по 27 апреля. События ближайшего будущего. И цыганский старинный пасьянс, который нам раскроет более полно все те события, с которыми вы можете столкнуться. Вот давайте с вами и узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано. И, конечно, это может быть как и информация, это может быть конкретный человек, я этого не исключаю. Может быть, некоторые документы, которыми вы вот сейчас занимаетесь. И достанем еще также карты, как знаки судьбы на неделю, на чем хотят заострить ваше внимание или обратить внимание высшие силы, что вам хотят сказать высшие силы. Иными словами, знаки судьбы. В чем они заключаются? И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все же получите. Смотрим, смотрю я. Смотрите и вы. События ближайшего будущего. Кто или что спешит в вашу жизнь? У нас закончился период большой ретроградности, и оставшиеся дни апреля месяца, и, собственно, забегая немного вперед на май, для нас наступает доброе время. Доброе хотя бы потому, что больше жизненных сил, активности, и наш внутренний настрой, он такой более позитивный будет. Давайте будем узнавать, кто или что спешит в вашу жизнь. События ближайшего будущего. Здесь как что-то по судьбе. Может быть, это прежний опыт или какие-то ваши воспоминания. Но крест это иногда свидетельствует о том, что, может быть, и есть еще какие-то незавершенные дела, незаконченные, может быть, по части документов, да, каких-то важных согласований, которыми вам придется заниматься. Но и с другой стороны, это может быть еще и, к примеру, ну, возобновление некоторых вопросов, которые, ну, как с человеком приходят, или в чем-то вы до конца не разобрались. Но вот этот опыт, он вам совершенно необходим. Вы можете на чем-то поставить крест. Этого я тоже не отрицаю, потому что вам что-то надоело, вполне вероятно, и так. Вы с чем-то будете определяться, причем в таком, знаете, спокойном ключе, в более радостном, позитивном. Почему? Потому что еще у вас совпадает свеча, спокойное течение жизни. Но вы можете переживать. Я не буду даже складывать, у вас выпадает череп. Череп это не есть какая-то конкретика, это именно переживание. Или когда мы начинаем себе устраивать какую-то ненужную философию. Что будет? А вдруг у меня там что-то не получится? Поэтому не добавляйте себе ненужных каких-то сомнений, потому что одновременно, да, если бы совпал череп, то у вас радость. По какому-то вопросу вы можете печалиться, сомневаться, а реальность, она обстоит совершенно иначе. В нашем раскладе мы можем, в нашем пасьянсе цыганском, можем сложить крайние ряды как по горизонтали, так и по вертикали. И действительно спокойное течение жизни. Вот посмотрите, здесь как-то все идет своим чередом. Ну, есть радостные моменты, что-то вас, безусловно, радует, или что-то вас вдохновляет, может быть, как какое-то свидетельство или информация, сведения, которые для вас открывают новые возможности. Опять же, я больше вижу позитивных моментов, но сейчас посмотрю, что еще совпало. Вот, наверное, этот череп, тут я вижу только в одном преграду, что вы можете так соскользнуть на какие-то воспоминания. Почему воспоминания? Череп ведь о чем свидетельствует? Именно о том, что мы храним в нашей голове. Но это история прошлого, которая в данный период времени вообще не имеет никакого значения. Не вижу я совпадений, мои дорогие, когда мало карт выпадает, часто это и бывает, что все идет своим чередом. Ну, может быть, к Скорпиону где-то и бывает такое, словно заскучал в уголке, потому что уж как-то больно спокойно. Куда делся драйв? Вот. Ну, давайте дополним картами Таро.
И на май тоже ожидается, по крайней мере, астрологически. Это не связано с тем, что вокруг нас будет что-то спокойное. Нет, это вот в контексте жизни каждого из нас больше будет возможностей или позитивного такого эмоционального настроения. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? Упала карта, сейчас я ее достану. Буквально упала на пол. Карта звезда. Сияйте как звезда. Какие-то новые возможности. Причем вам сразу предлагают карты продумать свою траекторию лет на 10-20. Не совсем, может быть, в формате этой недели проживать ее, кстати. А любое дело, намерение или цель, или какие-то контакты, они могут быть продолжены лет на 10-20. Или то, чем вы занимаетесь, или та идея, которая пришла вам в голову, может быть, она тоже, тем не менее, заслуживает как и доверия, так и внимания. Потому что для кого-то из вас может, к примеру, из разряда даже меня осенило. Не собирался никуда переезжать, а вот здесь я как раз понимаю, что не могу, может быть, в данной местности раскрыть свои таланты, или в силу разных других причин мне лучше бы переехать, или вам захочется сменить место жительства. Для кого-то по этой карте вы можете захотеть сменить, или, может быть, еще и обстоятельства так складываются, надо менять профессию, или дополнительную какую-то профессию, дополнительный какой-то навык, или что-то изучить. Мы изучаем, к примеру, может быть, и высокие технологии, какие-то цифровые, потому что звезда, пространство, эфир, интернет. У кого-то и общение через интернет, я такое тоже могу предположить, или отношения на расстоянии. Да, понятно, тут не замечтаться. Это будет важный такой приоритет для вас. Возьмите это на заметку. Но если мы говорим о том, что мы хотим осуществить, вот по этой карте, есть вот как путеводная звезда. И в этом направлении нужно обязательно двигаться. Или если вы хотите что-то изучать, действительно, вот как новое, или мы говорим какое-то ремесло, скорее всего, это не просто так мысль пришла в голову. Вполне вероятно, это вам как по судьбе этим заняться. Ну ладно. Кто или что спешит в вашу жизнь. Поэтому тут, как, знаете, какие-то идеи, даже вот эта звезда или настроение, по этой карте сбываются наши мечты. И пусть поначалу вы имеете мечту или намерение, цель, желание. Но пока в эту неделю, мои дорогие скорпионы, вы еще не можете это вот по полочкам разложить или по каким-то этапам. Иными словами, тезис-план составить. Вот сегодня я делаю одно, завтра второе, послезавтра третье. Но не отказывайтесь. Для вас это действительно как путеводная звезда. Тут есть что-то такое интересное в вашей жизни, что заслуживает и продолжения, и вашего внимания на долгий период времени. Ладно, давайте положим вот так. И что или кто спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы у нас будет называться вторая карта. Или что вам хотят сказать высшие силы. И к чему все идет. Вот эта звезда. Или кто или что спешит в вашу жизнь. Что будет продолжаться. В каком контексте. К чему все идет, как знаки судьбы. На что обратить внимание и что будет продолжено. И по основным сферам жизни. Это сфера ваших достижений. Любовь и личная жизнь. Мне очень интересно, кто же или что спешит в жизнь скорпионов. Праздник после победы спешит в вашу жизнь. А ведь и правда, какую-то идею вы можете так отмахнуться. А, не, показалось, это что-то не то, это из области фантастики. А что такое фантастика? Вообще, как бы чудаки правят миром. Или все те моменты прогресса, которые мы сегодня видим, они ведь когда-то зародились у кого-то в ментальности. Это кто-то не отказался, а свою сумасшедшую идею додумал и воплотил в жизнь. Вот что-то подобное может проиграться и у вас. И вас будет ожидать и победа, и праздник. Но я так вижу, если мы вернемся к нашей неделе, это более конкретная карта уверенности, надежности, якоря, праздника и победы. Когда действительно, ну вот что-то спешит в вашу жизнь подвести итог. Или когда тот вопрос, которым вы занимались, я говорила по пасьянсу, вы здесь можете завершить и словно вздохнуть свободно. Или теперь вы понимаете, зачем вам все это было нужно. Ну, праздник будет, и это, видимо, какое-то блестящее завершение. Или
решение какого-то важного для вас вопроса, как по судьбе, может быть, который открывает совершенно новые возможности. Или это как базис, от которого вы можете оттолкнуться. Ну, вот эта уверенность спешит в вашу жизнь. Ну, давайте сразу узнаем, и к чему это все идет. А вот к тому, что вот посмотрите, пятерка мечей – это какие-то прения, споры, какая-то конфронтация, или когда вы с кем-то не соглашались. Здесь мы, с одной стороны, можем решить какую-то запутанную тему, или мы можем с кем-то помириться. Вот правда, с этими двумя арканами запросто. Или мы можем решить спорный вопрос, который прежде нам не давал покоя. Или мы никак не могли, может быть, и решиться на что-то, потому что мы ожидали, ну, со стороны людей или одного конкретного человека какой-то перепалки или какого-то противодействия. А здесь мы можем поставить точку или расставить все по местам. Давайте я достану еще одну карту. К чему же это все идет? По аркану умеренности тут действительно, как подсказка высших сил, может нам говорить, ты куда-то не торопись. Я вам могу сказать еще такой нюанс. То, что вас прежде цепляло, мои дорогие скорпионы, теперь отходит на второй план. Теперь это для вас может быть неважным. Но еще и по аркану умеренности проходят не случайные случайности. И вы можете сами какой-то конфликт оставить. Или какая-то история, которая была для вас не очень лицеприятна. Теперь вы понимаете, что я вижу, или вы находите какой-то другой выход, и вам словно высшие силы помогают. Поэтому аркану доверять себе, доверять своей интуиции. Она у вас работает великолепно. Поэтому самодоверие, самодостаточность, вот какие-то такие важные вопросы у вас формируются в течение этой недели. И, может быть, как боль отступает. Иногда по пятерке мечей это, знаете, предшествовал какой-то период проб и ошибок. Или когда вас предали, мои дорогие, здесь тяжелые эмоции по пятерке мечей, несогласие. Или наоборот, первая победа. Иногда эта карта так и называется. Когда мы кому-то что-то доказали, а в результате расходимся с людьми или с конкретным человеком. Причем расходимся каждый при своем мнении. А по аркану умеренности как раз мы спокойно решаем какие-то вопросы. И предшествует этой карте исторический момент, пусть не в этой колоде он просматривается, но тем не менее. Это те ситуации, когда мы находились в патовом положении, а здесь судьба посылает какую-то возможность, и вы видите ее, или как знаки судьбы. Пару слов все-таки скажу, чтобы быть правильно понятой. По этому аркану, опять же, не эта колода, но все же лучше сказать, это было много веков тому назад. Король династии мировингов Хлодвиг, это король франков, воюет с готами, и вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была бы неминуема, но, видимо, король умел себя взять в руки. Ну, для чего вот это спокойствие вам нужно? Почему и называется аркан умеренности, да, если мы говорим о символике карт. Он умел себя взять в руки, и вот он прогуливался вдоль Рейна. И он увидел болотный рис, цветы желтые, растет, которые знал он, они растут на мелководье. Так вот этот болотный рис растет вдоль реки и уходит вглубь. И совершенно сумасшедшая идея. Казалось бы, да, чудаки движут миром. Так вот этому Хлодвигу такая идея пришла в голову, а не переправиться ли мне с войском вброд. Другой бы подумал, да нет, это что-то такое сумасшедшее, и отказался. А он так и сделал. В результате он спас войско, спас самого себя. И в последующем из этой болотной лилии мы знаем на сегодняшний день такой древний символ, который присутствует в разных религиях мира. Это геральдическая лилия или флёр-де-лис. Кто смотрит мои расклады, вы явно слышали много раз эту историю, но будьте снисходительны, потому что есть и те, кто мои видео смотрит впервые. Вот этот аркан умеренности не из пустого в порожнее, как часто его трактуют, а вам, как тому Хлодвигу, нужно, ну, как вот эту лилию или болотный ирис. И, может быть, это как из позиции «меня осенило», или как «Эврика, я теперь знаю как», да, вот это ноу-хау, или как какая-то подсказка, которая к вам может прийти извне, и она будет для вас означать и победу, и праздник, и еще какое-то продолжение на длительный период времени. Почему я объяснила? Потому что это важная карта.
Это еще один старший аркан, как будто продолжение на лет 10-20. Именно зависит от вашей возможности слушать себя, свою интуицию и одновременно оценивать все то, что происходит вокруг вас. Повторюсь, в какой бы ситуации вы не находились, выход есть. Причем тот выход, который вам может добавить популярности, и даже может принести публичность, известность. Вот буквально так. Все-таки это звезда. Тут что-то очень значимое, которое в вас самих. Хорошо, знаки судьбы. Король Пентаклей. Но это можете быть вы сами в таких энергиях, когда буквально у вас все под контролем. У короля Пентаклей он великий прагматик. У него сложновато с вдохновением. Вот это да, есть такой момент. Но, тем не менее, по части финансов, каких-то согласований, договоренности, и он умеет правильно оценивать реальность вот нашу. И для вас это как знак судьбы. В принципе, где-то все то, что я сказала по аркану умеренности, эта карта подтверждает. Это все то, что находится, опять же, в реальной жизни. Поэтому для вас где-то осмотрительность, осознанность мы называем, да, когда мы не делаем что-то на автоматизме, когда мы сделали один шаг, осмотрелись, когда мы себе не вредим, когда мы можем провести очень важные согласования, и в этом как знаки судьбы. Договариваться с людьми, даже с теми, с кем договориться нельзя, которые изначально по пятерке мечей, может быть, настроены на какую-то конфронтацию, ну или характере человека таково. Когда ваша жизнь сталкивается с какими-то чиновниками, которые изначально с каким-то предубеждением, ведь у кого-то может и так проиграться, но ваше где-то спокойствие, уверенность. Смотрите людям в глаза. Ваш взгляд, мои дорогие скорпионы, он магическое действие оказывает на людей. Он способен где-то их утихомирить, успокоить. Вы смотрите не просто в глаза, а вы сразу цепляете в душу. И где-то и остановить от каких-то поспешных действий, кстати. Ваш взгляд способен также. Поэтому, не говоря ни слова, а просто глядя людям в глаза, вы можете правильную какую-то стратегию, концепцию переговоров, например, проложить или решить тот или иной вопрос. Все в ваших руках. Вот знаки судьбы. Вот как у короля Пентаклей. Все в его руках и все под его контролем. Но, видимо, тут и вы должны все контролировать. И одновременно информацию какую-то, может быть, вам придется так прошерстить, хочется сказать, да, или переработать, прежде чем вы найдете какое-то рациональное зерно. Но и то, что происходит вокруг вас, здесь тоже к этому нужно быть предельно внимательным, потому что здесь присутствует не случайная случайность или его величество случай. К чему все идет? Ну, правда, какой-то вопрос вы решите. Будь то по личной жизни, будь то по деньгам, десятка пентаклей. Здесь и мир, и порядок, и покой, и уверенность, и благополучие, и душевное тепло, и добро, и искренность. Ну самые, наверное, лучшие качества, как и человеческие, так и, в принципе, все то, что нам доставляет радость и уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Поэтому вот такой благополучный период, вам говорят, ты проложи на долгую дистанцию, Скорпион, лет на 10-20. Да, для кого-то из вас, вот правда, драйва нет, но, может быть, это и к лучшему, потому что для вас сейчас нужно словно все подмечать. Здесь все идет своим чередом. Ну, наверное, как задумано высшими силами или буквально по судьбе. Так ведь и тоже бывает, согласитесь, когда мы хотим как раз драйва и думаем, эх, я сейчас быстренько некоторые вопросы решу, а вот уже потом буду условно спать спокойно, или я уже закрою эту тему, и все, я о ней хочу забыть. Но не всегда поспешность нам приносит ожидаемый эффект. Иногда бывают и такие вопросы. Чем больше мы активничаем, нас словно судьба нарочно отбрасывает на пару шагов назад. А как только мы оставим это дело, ну, пару дней прошло, и вроде бы или дело уже не важно, или оно само уже решилось. Бывают и такие моменты. Поэтому прислушивайтесь, правда, к интуиции. На кону ваше благополучие, счастье, радость, уверенность, какая-то победа. Сфера ваших достижений. Ну вот правда, наверное, поэтому у вас выпадают две пятерки. Если мы по пятерке мечей говорили, конфронтация или спор, а по пятерке жезлов это ненадежные, как и люди, кстати. Или я называю эту карту информационного хаоса. Придется работать с информацией,
придется, видимо, прежде чем вы какое-то рациональное зерно выудите, даже столкнуться с какими-то фейками, столкнуться с обещаниями. По этой карте люди могут вести себя таким образом, когда утром пообещали, к вечеру о нас забыли. Или вы можете столкнуться с людьми ненадежными, мои дорогие, правда, есть такой пункт. Поэтому доверяйте сами себе. И если Скорпион, а вы знак сильных людей, если вы именно верите в самого себя, если вы своей интуиции верите больше, нежели тому, что вам обещают, потому что по пятерке жезлов, с одной стороны, проходят иногда типа как бунтарь без причины, да, когда нам что-то начинают доказывать. Нет, вот это неправильно, вот так вот ты не делай, или наоборот. Вот какой-то пафосный проект, вот тут у тебя все получится, какие-то там золотые горы, кисельные берега. Но это только пафос. Наступит завтра, и человека нет, и где эти горы, где эти берега. Ну, горы могут остаться как препятствие, а в этих кисельных берегах еще надо научиться не то плавать, не то что там делать, понимаете? То есть сама концепция, с одной стороны, не участвовать в каком-то конфликте, не быть втянутым в какие-то распри, но так и не одеть розовые очки на вот этот пафосность, на эту точнее. И вообще избегайте вот людей такого характера, которые, ну, как-то очень вас пытаются зацепить за эмоции. И тогда вы все правильно как-то и решите, с одной стороны, какие-то сложные моменты, а с другой стороны, правильно расставите приоритеты. Личная жизнь. Рыцарь мечей. У кого-то в личной жизни вы можете помириться, хотя прежде вы были с чем-то не согласны. Может быть, в довершение, я сказала, две пятерки, мы можем где-то перенести не совсем даже на вопросы личной жизни, а ваш личный проект. Может быть, это ваш личный бизнес или то, что вы хотите осуществить. И с рыцарем мечей, правда, иногда проходят высокие инстанции, проходят и чиновники. Увы, мои дорогие, проходят и какие-то проверяющие, и если вы занимаете ответственный пост. И люди, которые приходят, они появляются внезапно, и они действительно имеют какую-то, знаете, уже настроенность, или они там накопали какую-то информацию, или они приходят к нам для того, чтобы настоять на своем. Бунтарь без причины, по сути дела, так. Но нам карта помогает, когда мы беспристрастно видим факты или правду. Ищем истину, мы ее находим, когда мы не включаемся в какой-то конфликт. И тогда вы можете обойти все острые углы. Ну, может быть, для кого-то это подсказка, но я должна сказать, все же про личную жизнь, если мы про любовь, десятка пентаклей, хоть это и пентакли, но тем не менее это о любви, о согласии в вашей паре, в вашем доме, о благополучии. Поэтому для тех, кто в паре, я здесь больше вижу как раз позитивные моменты. И более того, ваш партнер будет с вами на одной волне. Он будет за вас переживать. Он, даже если что-то у вас, ну, не складывается, или вы чем-то опечалены, мои дорогие скорпионы, он будет вам сочувствовать. Вот в паре тут как раз может быть больше проявление, ну, таких добрых энергий или душевного тепла, взаимопонимания. Ну, а если вас какой-то вопрос беспокоит, тогда вы тоже можете обойти острые углы. И более того, начинается что-то, может быть, и не очень хорошо, а закончится у вас может совершенно с каким-то другим эквивалентом. Пусть бывает такое, да, но пусть не все со мной согласятся. Иногда бывают и люди в нашу жизнь приходят. Кстати, иногда это бывают такие контакты с руководителем или с теми персонажами, с которыми мы вроде бы от них в чем-то зависим. Или нам приходится учитывать даже настроение человека, если мы говорим о проверяющих. Но начинается с какого-то конфликта, а потом мы остаемся крепкими друзьями. Причем какой-то вопрос мы можем проговорить, несмотря на настроенность, может быть, начальную, а потом в последующем, благодаря искренности или умению выстраивать правильный диалог, мы действительно остаемся искренними друзьями. И пусть даже бывает, да, какая-то ситуация деловая, она завершается, но вот эта искренность и доверие, оно остается прочной дружбой на долгие годы. У кого-то подобная ситуация, мои дорогие, может проиграться либо через контакты, либо через вашу занятость, работу или решение каких-то документальных
вопросов. Тем не менее, я хочу достать еще один знак судьбы. Но, видимо, на этой неделе, как по Луне, слушайте, правда, свою интуицию. Еще не все, ну, как бы, знаете, предопределено. Все же Луна – это как сумерки. Но выглянет солнце, и все встанет на свои места, вот как знак судьбы. Ты пока можешь не видеть только очертания, а конкретно к чему все идет, ты еще пока не видишь. Но этот выход из лабиринта у тебя точно будет. Это я все про знаки судьбы. И что в конечном итоге шестерка чаш. Да, тут вы можете как и примириться. И вообще вот это, посмотрите, карта к дружбы. И для кого-то, кто знает, может быть, подобные ситуации в личной жизни, когда вы можете, ну, какие-то добрососедские отношения или дружбу, или партнерские взаимоотношения установить. Может быть и так. Но есть то, что вас может связывать именно через искренность. Вот этот момент в этой карте – почему нам и показан ребенок и собачка, да, маленькая. И потом, как будто время прошло, и уже и собака выросла, ну и человек наш уже успел состариться. То, что свободно от меркантильности, или то, что как истина, как правда, то, что следует сохранять, или через эту искренность, но не через доказательства, а когда мы все-таки в более таком добром ключе по аркану умеренности, мы просто ищем выход в каких-то нетрадиционных методах, или когда мы больше готовы слушать собеседника, или просто смотреть ему в глаза. И тогда понимаем, где человек соврал, а где говорит правду. Может быть, это способствует тоже взаимопониманию. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.